really, you see Mahaprabhu on the altar there. Harinam is his gift to the world. Вы видите Махапрабху, он там на алтаре. На самом деле Харинам это его дар миру. He's giving what he thinks is valuable. Он дает то, что сам считает драгоценностью. Gurus like to quote this one book, Chaitanya Chandramritam, where the author writes about Mahaprabhu. He says, Mahaprabhu Gauranga Sundar Nagarabara Nityam Nijir Namaki. He's roaming the streets of Navadvip, and he is delighted and relishing the taste of his own name. Шриле Гуру Махараджа нравилось цитировать одну книгу Шри Чайтанья Чаритамриту, следующий из нее стих, где автор пишет о том, что Махапрабху бродит по улицам Навадвипы, наслаждаясь звуками своего собственного имени. So how normally you wouldn't be chanting your own name for pleasure. Obычно вы бы не стали повторять свое собственное имя просто ради удовольствия. But here, why? Because it's called Radha Ruchi Ruchavritam. Radha Baba Juti Subolito Nomi Krishna Rupam. This is a very unique form of Krishna. Ну, почему? Дело в том, что Махапрабху это очень особенная форма Кришны. The Guru Rupa Hari Gauram Radha Ruchi Ruchavritam. The Guru Rupa of Krishna. When Krishna wants to become Guru, normally he's Krishna and everyone's Guru about him. When he wants to become Guru, he becomes Mahaprabhu. Кто такой Махапрабху? Это Гуру Рупа Хари, это Гуру Рупа Кришна. Когда Кришна желает стать Гуру, обычно Кришна это Кришна, но когда Кришна желает стать Гуру, то он предстает как Гаура, как Махапрабху. Because he's observed, Krishna has observed in his relationship with Radharani that what she's experiencing, he thinks is 10 million times greater than what I'm experiencing. Дело в том, что в своих взаимоотношениях с Шри Мати Радхарани Кришна почувствовал, что то, что она испытывает, общаясь со мной, в 10 миллионов раз интенсивнее, сильнее, чем то, что чувствую я. But he can only understand this theoretically. Но он может понять это лишь теоретически. To really feel what she's feeling, what she's seeing, what she's tasting, he has to, in essence, become her. Чтобы и правда почувствовать, что она чувствует, пережить то, что она переживает, он должен, по сути, стать ею. So this is very extraordinary and confidential that God, he wants to see what it's like to be the greatest devotee of God. По сути, это нечто крайне необычное. Это крайне необычайно, что сам Господь желает почувствовать, каково это быть преданным Господа. So we're told Krishna plunders the heart and halo of Srimati Radharani. И поэтому, как нам говорят, Кришна похищает сердце и сияние Шри Мати Радхарани. And then he's seeing what it's like to be her chanting the name of Krishna. И тогда он понимает, каково это быть ею, повторяя святое имя Кришны. Even in this world, there's different ways that people say someone's name. Даже в этом мире к человеку по имени могут обращаться по-разному. The call of a mother to a child, between lovers. There are many different ways to say the same person's name. Одно дело, когда мама зовет своего ребенка по имени, другое дело, когда общаются возлюбленные, или когда другие люди зовут. Одно и то же имя, одного и того же человека может произноситься по-разному. Нам говорят, что нам следует повторять святое имя Кришны в настроении служения с любовью и нежностью. But that means there's degrees of love and affection. Но это означает, что есть разные степени любви и нежности. There's a current of seva in taking the name of Krishna. В повторении имени Кришны есть поток севы. So Srila Guru says, then what is the voltage in the current of the Krishna Nam of Srimati Radharani? И Шрила Гуру Махараджа задает следующий вопрос. Каково напряжение в имени Кришны, которое произносит Шри Мати Радхарани? That's inconceivable to us.
Для нас это непостижимо. Or if Mother Yashoda like a mother calls for a child, when she calls for Krishna, what voltage is in that Krishna now? Или когда матушка Яшода зовет своего сына, Кришну, как мать зовет сына, каково напряжение ее Кришна-нама. Once when Mahaprabhu was with all of his devotees, and he wanted to introduce Rupa Goswami to them in the pastimes. It's like that. He wants to shine a spotlight on Rupa Goswami. So they're all gathered and he says, "Oh Rupa," who's writing different beautiful poetic slokas, "tell that sloka about Krishna Nam that makes everyone happy." Однажды в играх Махапрабху был такой эпизод, когда Махапрабху желал представить всем своим преданным Рупу Госвами. Это был один из эпизодов их игр, так было все устроено. И Рупа Госвами был известен как автор множества прекраснейших, красивейших шлок, стихов. И Махапрабху, представляя Рупу Госвами, сказал ему: "Рупа, а пожалуйста, процитируй сейчас, продекламируй свой стих о святом имени Кришны, который всех делает счастливыми." And Rupa Goswami, Tunde Tandavani Ritambatanute Tandavani Labhye Karna Krodha Kadambini Gatayate Karnar Buddhyaspiham, starts telling about what are the effects upon one who's really tasting the joy of Krishna now and the beauty of Krishna. В этом стихе Рупа Госвами описывает, каковы последствия или каковы эффекты, происходящие с тем, кто чувствует подлинную красоту и сладость святого имени Кришны. If you can once say the name of Krishna with the pure heart, with love and affection, then the sweetness of that name, one tongue is insufficient to taste it. Даже если лишь единожды вы по-настоящему чисто произнесете имя Кришны, то вы почувствуете, что его сладость столь велика, что вам недостаточно одного языка, чтобы сполна насладиться ею. One will automatically, the heart will aspire to have millions of tongues. Сердце естественным образом будет стремиться получить миллионы языков. What level of sweetness is that? Какого уровня сладость Saying это? your heart will want, I need millions of tongues to taste all of this. Ваше сердце возжелает: я хочу миллионы языков, чтобы сполна насладиться этой сладостью. Krishna is infinite and every aspect of Krishna is infinite. Кришна безграничен, и всякий аспект Кришны также безграничен. And the sounds of Krishna's name is so beautiful and sweet that 2 ears are insufficient. I want to have millions of ears to capture all of that sweetness. И сам звук святого имени Кришны настолько полон сладости, настолько удивителен, что, кажется, мне мало 2 ушей, чтобы насладиться сладостью. Я хочу миллионы ушей, чтобы ухватить всю сладость святого имени Кришны. And all these devotees listening, and there's the Namacharya Haridas Thakur, they're all they know all the slokas about chanting the holy name of Krishna, and they're saying, yes, this is the best. И когда Рупа Госвами цитировал все эти слова своего стиха о святом имени Кришны, то там присутствовали величайшие святые, такие как Харидас Такур, Нама Ачарья, учитель святого имени. И все они заключили, даже после того, как услышали множество других стихов о святом имени, они сказали: это лучшие из стихов о славе святого имени. So at least this to hear this and become aware of this prospect, this possibility, brings joy to our hearts. Итак, сама возможность услышать об этом, узнать о подобной перспективе, о подобной возможности, уже это радует наше сердце. So, also from Rupa Goswami, Atak Shri Krishna Namadi Nabhagye Graham Indriye. But still, the name of Krishna, the form of Krishna, the qualities of Krishna, the pastimes of Krishna, they're beyond the grasp of the intellect, the mind, the senses. И тот же Рупа Госвами говорит в другом месте, что все-таки имя Кришны, облик Кришны, качество Кришны, деяния Кришны, все это находится за пределами достижимого для разума, ума, чувств. But in another place, it says the only reason we have senses is to see
hear the beauty of Krishna's name and the sound of his flute, to see the beautiful form of Krishna, to absorb the mind and his qualities and pastimes. Но в другом месте сказано, что единственная причина, почему у нас есть все чувства, это для того, чтобы... Госвами Махараджа Единственная причина, почему у нас есть все эти чувства, это чтобы мы могли полностью поглотить свой слух слушанием святого имени Кришны, свое зрение созерцанием прекрасного облика Кришны, свой ум размышлениями о прекрасных, удивительных деяниях Кришны. В сознании Кришны приходится принимать много гирлянд. But you see Mahaprabhu, he's in this offering mudra. Вы видите на алтаре Махапрабху в его мудре или жесте предложения. Sometimes the devotees would put a garland in his hand like that. Иногда преданные помещают ему в руки гирлянду таким образом. And Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj, seeing Mahaprabhu holding this garland in St. Petersburg, he saw something we were incapable of seeing. И однажды Шрила Гурудев, Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж в Санкт-Петербурге в нашем храме увидел нечто, что мы были не в состоянии увидеть. He said, Mahaprabhu is holding a garland of Krishna Prem. Он сказал, Махапрабху держит гирлянду Кришна Премы. And saying, who will receive this garland of Krishna Prem? Come. И словно, кто из вас получит эту гирлянду Кришна Премы? Подходите. So that's what this is about. Вот в чем дело. It's a loving transaction. Это любовь, любовные взаимоотношения. People think of chanting mantras for all different purposes and reasons. Люди иногда обращаются к повторению тех или иных мантр по самым разным причинам и поводам. But really, this is with an aspiration toward the plane, the world of love and affection. Но на самом деле дело в стремлении достичь мира, любви и нежности. That's personified and extended by the divine loving relationship of Shri Radha and Krishna. И тот мир олицетворен и основан на любовных взаимоотношениях высшей божественной читы Шри Радхи Кришны. When I first went to Krishna Conscious Temple in Haight-Ashbury and San Francisco in 1969, it's called Sri Radha Krishna Temple. Когда я впервые пошел в храм движения сознания Кришны в Хейт-Ашбери в 1969 году, то этот храм был назван храм Шри Радхи Кришны. Now I think, if Krishna is God, why someone's name comes before Krishna? И я думал, если Кришна это Бог, то почему чье-то имя ставят перед Кришной? This is the secret to Krishna consciousness, to this religion. И в этом секрет сознания Кришны, секрет этой религии. And every religion in the world, God, the male figure God, stands in the central position, and everyone else is in the periphery. Во всякой религии в этом мире Бог, мужская фигура, Бог находится в центре, а все остальные в той или иной степени находятся на периферии. But the secret here is that his devotee is in the center. Но здесь секрет в том, что его преданные находятся в центре. And who is the supreme devotee? А точнее, та, кто является высочайшей преданной. Is Srimati Radharani. А именно Шримати Радхарани. So we say Hare Krishna. Поэтому мы говорим Харе Кришна. Sometimes we hear Krishna is described as a thief. Иногда мы слышим, что Кришну называют вором. Right? He's Makanchor, he's stealing butter from the Braja Gopis. Он Маканчор, он ворует масло у Браджа Гопи. His mother's also a Gopi. Его мама тоже Гопи. And father's a Gopa. Его отец Гопа. They have all kinds of butter and yogurt at home. И у них дома есть все возможные виды и масла, и йогурта. There's no shortage. У них нет нехватки. But still, Krishna's going to the house of others. He's sneaking in there, sometimes blowing out the lights, using the jewels, and stealing that and feeding it to his friends and monkeys and others.
Но, тем не менее, иногда видно, что Кришна тайком пробирается в дом других гопи, задувает свечи, чтобы никто его не увидел, придерживает драгоценности на своем теле, чтобы они не звенели, и похищает масло, молочные продукты, принадлежащие другим. And the great saints, they're singing songs and glorification of this type of stealing. И великие святые поют славу, поют песни во славу подобного рода воровства. It's absolute theft. Это абсолютная кража. And therefore good. И потому Here, это хорошо. stealing is good. В этом случае воровство это хорошо. I think someone will go away from this talk and all they will remember is Goswami Maharaj said stealing is good. Наверняка кто-нибудь после этой лекции единственное, что вынесет, это память о том, что Госвами Махарадж сказал, что воровство это хорошо. I don't remember anything else, but I remember that. Больше ничего не помню, но это я запомнил. Krishna stealing butter, and he said to show us. And Prabhupada said this very simple. He's showing us that if we don't have money to purchase it, we can steal it. Я помню, как Шрила Прабхупада говорил об этом, о том, как Кришна ворует. Он с полной серьезностью говорил нам, Кришна показывает нам, что если у вас нет денег, чтобы купить топленое масло, то можно украсть его. So when the gopis in the neighborhood come, they're singing songs to Mother Yasoda, which are complaints about Krishna stealing their butter and yogurt. Итак, иногда соседки, матушки Ешоды, другие гопи приходят к ней и поют песни, жалобы на то, что Кришна ворует у них масло и йогурт. And Yashoda is responding with a song, making a suggestion. Why don't you leave some yogurt out for him? Put some yogurt and butter on the table, like a little sign. This is for Krishna. You can take this. А Ешода в ответ поет песню с предложением, а почему бы вам тогда не откладывать специально часть молока, часть масла и йогурта для Кришны? Может быть, подписать, это для Кришны, Кришна, можешь это брать, это для тебя. They said, no, you don't understand. What he really enjoys is stealing. Но они отвечают, нет, вы не понимаете. На самом деле ему больше всего нравится само воровство. So who owns everything? Bhoktaram Yagyatavasam Sarvaloka Maheshwaram. His private pastime is stealing from his devotees. Тот, кому принадлежит все, он является высшим владыкой всего, а он в своих частных, личных играх наслаждается воровством. But we're told really what he wants is our heart. Но нам говорят, чего он на самом деле хочет, это наших сердец. As expert as a thief as Krishna is, we're told Radharani, she's a greater thief. И нам говорят, что каким бы опытным вором ни был сам Кришна, Радхарани, она еще более опытный вор. Hare, Harana means she can steal the mind of Krishna. Харана, Харе, это означает, что она способна похитить ум Кришны. With her beauty, her movements, her singing, her dancing, everything saturated in the highest type of Krishna prema. Своей красотой, жестами, танцами, все, что она делает, насыщено высочайшего типа Кришна премой. Our Guru Maharaj's deity is Gandharva, means Radharani who's singing and dancing to keep Krishna enchanted with her. Божество нашего Гуру Махараджа называется Гандхарва. И это, Гандхарва, означает, что это та Шримати Радхарани, которая танцем и жестами очаровывает Кришну. And Mahaprabhu is Krishna embracing the position of Radharani. А Махапрабху это Кришна, который принял положение Шримати Радхарани. And he's saying, it's better to be her and connected with her than to be me. И сам Кришна говорит, лучше быть ею или лучше быть связанным с ею, нежели быть мной. Right? So who owns everything? Who's controlling everything? Everything's meant for his enjoyment. He's saying it's the position of the devotee and Radharani is superior. Он, кто владеет всем, кому принадлежит все, говорит, положение Радхарани, положение преданной, это выше моего положения. So the devotees wisely, their strategy is Hare Krishna. If we take the name of Radharani, then automatically you're getting Krishna. Поэтому преданные делают мудрый выбор. Они выбирают Радхарани, Харе Кришна. Они знают, что получив Радхарани, вы само собою получите Кришну. So while beyond
the name, form, qualities, pastimes of Krishna are beyond the mind, intellect, and senses. But sevan mukhe hijavaro shayameva spurtida, when saturated with serving current and tendency, then fully reveal the nectar of the name of Krishna, the beauty of the form of Krishna, the mind-stealing qualities and pastimes of Krishna. Когда наши усилия, наши чувства насыщены духом служения, тогда за пределами чувств нам может быть явлена подлинная красота Кришны, удивительные игры Кришны, удивительный звук Кришны. So you are all supremely fortunate. Поэтому вы все в высшей степени удачливы. I bow down to you, actually. На самом деле я склоняюсь перед вами. Because you're sincere and you have some appreciation for what the gift of Mahaprabhu is received by our Guru Varga. Потому что вы искренне, и вы в состоянии оценить тот дар, что принес Махапрабху, что пришел к нам через нашу Гуру Варгу. We're nothing without them. Без них мы ничто. But with them, inconceivable prospect. Но с ними появляется непостижимая перспектива. Guaranteed. Гарантированно. Шрила Бхакти-Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж, his love and affection personified. Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж — это любовь и нежность собственной персоной. And anyone who appreciates the wealth of his Guru Maharaj, our Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakha Sridhar Dev Goswami Maharaj, Srila Govinda Maharaj say, your future is so beautiful and bright and wonderful, you can't even imagine. И всякий, кто в состоянии оценить концепции, идеи его Гуру Махараджа, Шрилы Бхакти Ракшака Шидхара Дев Госвами Махараджа, к ним Шрила Гурудев Говинда Махарадж обращается и говорит: ваше будущее настолько ярко, настолько светло, что вы сами не в состоянии даже вообразить себе. And Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami Maharaj, this was his happiness to extend Hare Krishna Maha Mantra and Krishna consciousness to every sincere man, woman and child. И Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада, это было его счастье, это была его радость, распространять эту Кришна-концепцию, Харе Кришна Махамантру всем, каждому человеку, мужчине, женщине, ребенку. You have the blessings of all of them for your sincere embrace of Krishna consciousness. И у вас есть благословение их всех за вашу способность с благодарностью принять, оценить Кришна-концепцию.